Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово всем танкисты, всем привет! Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре офигенный танк. У нас ПЗ-Б2. Немецкий 4 уровня прем танчик. Тяжелый, да, вот такой вот грозный. И на самом-то деле вид соответствует его внутреннему содержанию во всем. Вот. Но все и по порядку. У нас сегодня полноценный гайд по ПЗ-2Б. Обзор, так сказать. И предлагаю уже по сложившейся традиции пойти поглядеть бронирование ПЗ-Б2. Идем. Итак, вот наш ПЗ-Б2. Ну и давайте начнем с лобовой части, так сказать, танка. НЛД у нас 89, а это 4-й левел, да, 89, 86. ВЛД 74, здесь 86, здесь у него нашлепка от гусеницы, да, здесь у него 106, нифига себе броня. Вот это вот ослабленная зона, она такая полукруглая по центру, ну там, по-моему, пулемет стоит, я уж точно не помню. Давайте поглядим. Оп. А здесь вообще непонятно, что это за область такая, ну ладно. Так, по центру 45, 64, внизу 86. Если стреляете в корпус, то надо стрелять вот в эту центральную часть. Люк мехвода 46, вторая ослабленная зона. По башне щеки 80, ну от 60 там, до 80. Планочка под башней 62, маска 72, 30. Вот странно, вот есть дырки вот такие в маске. Но они очень маленькие, зоны прям пиксельные, и выцеливать их, конечно, ну, практически невозможно. Так-то 95, вверху 127, здесь 73, 69. Верхняя планка башни у нас имеет приведенной брони аж 89. Вот, ну и башенка командирская вверху у нас по центру 46, по краям уже 65, 76, 77. То есть стреляем либо вот сюда, либо в люк мехвода, либо стреляем ровно в центр башенки, влево, вправо уже можно не пробить. Боковая броня у нас 60, это 4-й левел, невероятные 60 миллиметров. Может ли он танковать от борта? Конечно, он это делать может. Единственное, вот пишется, что через каток бьется, вот здесь, да. Через каток бьется 273, 121, и система пишет рикошет. 300. Господи, просто сумасшедшая броня. Но через каток можно гасить. Вот, то есть, вот этой частью, вот, не считая каток, тут все хорошо, а в каточек бьется. Это нужно помнить. Вот такое бронирование. Все, броня супер. Даже вообще никаких вопросов. Это реально тяжелый танк на 4-м левеле. Давайте поглядим на его орудие. Орудие у нас СА-35Л-34, 52 альфа, не очень большая, как для 4 уровня. Пробитие на основном снаряде реально очень маленькое. И, конечно, фармить будет сложно на обычных снарядах. А вот на голде уже более-менее 90, но тоже не ах как много. То есть у нас хорошая броня, много других хороших качеств. А вот по пушке в части бронепробития альфы не самый лучший вариант. Но на голде 90 уже можно уверенно играть. На обычных снарядах сложно будет. Заряжается на стойке 2.17, общий ДПМ 1437, 0.39 точность. И самое приятное на этой пушке это время сведения. 1,1 секунда. Сводится реально моментально. Это круто. Теперь по оборудованию. Поскольку это тяжелый танк, первый модуль оборудования мы однозначно ставим турбину, то есть один из модулей турбину. Ставим улучшенную закалку, тяжелый танк, чтобы поменьше нам гуслю сбивал, да и ХП прибавит. И, конечно, рекомендую вкупе с этим совсем поставить вентилятор, который и так улучшит без того отличные характеристики данной машины. Вот, по снарядам. 660 летит обычный снаряд ББХ. И 825 уже комфортная скорость, которая позволяет более-менее стрелять по движущимся целям
Это подкалибер у нас, подкол голдовый. Это касаемо снарядов. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель. Но если хотите комфортно играть, можете себе позволить поставить доп. Паёк на эту машину. Экипаж у нас 4 члена экипажа. У нас как странный экипаж. У нас есть командир, механик, водитель и 2 радиста. У нас нет заряжающего, у нас нет наводчика, есть 2 радиста. Вот это вообще прикольно. Вот, а первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт, вторым перком боевое братство всем. Далее качаете, как показано в табличке. Вот. УВН у нас замечательный, минус 10, это комфортная игра от бронированной башни, от бронированного корпуса даже. Тут все хорошо. У нас, кстати, даже точность улучшилась, ДПМ остался примерно так же. Так, по ХП 660 ХП, как для 4 уровня это прям много. Ну и это и тяжелый танк. Плюс нам добавляет чуть-чуть еще улучшенная закалка. По мобильности все тоже неплохо. С турбиной танк едет вперед 3-4, 12 назад. Чуть более 12 лошадей на тонну удельная мощность. И я вам хочу сказать, мне кажется, что эти цифры не соответствуют действительности. Мне кажется, он реально быстро, комфортно едет. И набирает свою максималку тоже. Не знаю. Но по ощущениям именно так. По незаметности ее нету. Танк просто мега огромный, высокий, супер длинный. Ну, по незаметности тут даже говорить нечего. Ну и обзор у нас не самый лучший. 355 метров. Да, у нас нет просветленной оптики, поэтому 355. Давайте про плюсы и минусы танка. Начнем с плюсов. По плюсам. По подвижности, учитывая бронирование, учитывая все вот эти моменты, подвижность как на месте крутится, как набирает максималку и свою максималку, однозначный плюс для такого огромного тяжелого танка. Подвижность отменная. Это плюс. Далее. По пушке. По пушке так. Что-то нажал. По пушке здесь все неоднозначно. По той простой причине, что хороший ДПМ. Вот. Хорошая точность. Вот. Неплохая скорость полетов на голде, но низкая скорость полетов на обычных снарядах ББХах. Поэтому здесь однозначно нельзя поставить плюс этой пушке. Можно поставить плюс и минус. Из-за того, что это все-таки прем-танк и хотелось бы на нем фармить. А основной снаряд с пробитием в 55, конечно, не позволяет это делать. Вот. Но пушка с таким КД позволяет активно играть, ставить на гусеницу, ассистить по гусенице и прочее. Эти моменты. То есть поставили танк на гуслю и с таким КД не позволили ему сняться с гусли и уехать. Поэтому плюс и минус. По обзору. Ну, наверное, правильнее сказать, наверное, все-таки минус, потому что, опять же, тяжелый танк. Хотя, почему говорить плюс-минус? Для такой брони, для тяжелого танка 355 метров это вполне нормально. По незаметности 100% минус, но опять же, это тяжелый танк. Вот, и что нам еще тут... Да, кстати, по пушке забыл сказать, минус 10, что больше склоняет эту пушку к плюсу, да, УВН. Вот. В целом, есть минусы, которые присущи тяжелым танкам. Вот. И есть плюсы при всем при этом. И я считаю, что танк неплохо сбалансирован. Танк комфортно играется. Я уже на нем покатал какое-то количество боев. И сейчас мы с вами отправляемся в бой. Посмотрим, на что способна эта машина в современном рендоме в реальном бою. Погнали! Попали мы на степи, попали мы к 3-м левелам, мы в топе. У нас обзор танка ПЗ Б2, немецкий, тяжелый прем-танк 4-го уровня. Обзор боя. Вот, поедем мы на нем сейчас, наверное, направо, где обычно тяжелые танки дерутся. Вот, у них тоже есть ПЗ Б2 и Матильда. Скорее всего, с ними я там и буду воевать, поэтому включу сразу голду, чтобы сильных противников быстренько разобрать. Ну а потом мелких будем обычными ББшками достреливать. План таков. Победа.
Сейчас мы проверим нашего тяжа. Но подвижность у него хорошая, броня хорошая и подвижность хорошая. Это замечательное сочетание. Пушка вертится тоже быстро. Это хорошо. За С-35 заехал. Это плохо. БК взорвали товарищу. Нормально, он нас даже особо не поцарапал. ТЗ-1С мы не боимся. Наступаем. Мы ж тяжелый танк. Все, идем в наступление. Готов. Ну вот, 600 уже настреляли. У них 2 арты. Хорошо. Едем дальше. Мне нравится этот танк определенно. Едем дальше. О, наш клиент. Отступаем. Больно много их там. Ага. Чуть-чуть лагает. Так, 1200 выписали врагам. Но мы проигрываем на самом деле. Ну все, Артада решила. Ну, в любом случае, бой проигрышный. Союзники попались туповаты, но мы 1400 на 4-м левеле чистого урона, господа. Не это ли прекрасно, а?
Хорошая машина, была бы хорошая команда, конечно, можно было бы дать более лучшие результаты, но как-то так. Видели, как играет? Вот Матильда стоит на месте, не прячется, ничего. Ну, да. Ну, типа имба. Никто не убьет, не пробьет, но это не так же. И на Матильду найдется свой снаряд. Эх, хороший бой. Удержали бы наш левый фланг. Было бы здорово. Причем нас-то тут только ПЗ-2J да я были. По сути. То есть все танки союзные были на левом фланге, и они при всем при этом умудрились слиться. Ну, такое бывает. Все, победа по захвату. Ладно, танк классный, есть броня, хорошая пробивная пушка, особенно на голде. Хорошо, быстро он на месте крутится, набирает максималку хорошо. Башни быстро поворачиваются. Ну, у танка по сути нет минусов. Ну, реально нет минусов. Это имба. Вот на этом танке можно уверенно абсолютно спускаться со старших левелов. Если хотите отдохнуть от 8, 9, 10 левелов, пожалуйста, приходите на 4, садитесь на этот прем танк. Езжайте и кайфуйте в песке. Это вот факт. И оценку этой машине мы, конечно, ставим имба. Вот. Первое место, смотрите, сколько настреляли наши. 1400 дали мы. Сколько настреляла команда соперника. Максимально 900. У нас ПЗ-2J тоже дал 963. А мы дали 1406. И это круто, это приятно, это замечательно. Вот получили основной калибр. Все в орденах, костоломы и прочее, прочее. Все. Оценка танку имба. Брать и иметь в ангаре всем. Кататься, получать удовольствие. Ребят, пишите, есть ли у вас такой танк в ангаре. Какой вы используете оборудование на этой машине. Вот. Ну, прям получаешь удовольствие от игры на этом танке. Это факт. Рекомендую всем, советую всем. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. И говорю, до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.